Зачем инвестировать в целый индекс, если можно выбрать самые перспективные по доходности акции? Ведь в индексе могут быть и эмитенты со слабой финансовой отчетностью. Не проще ли взять акции надежных или прорывных компаний и обогнать широкий рынок? Такая логика интуитивно кажется нам простой и правильной. Но будь такой подход верным, процесс инвестирования сводился бы к паре простых действий. А пассивных индексных инвесторов, скорее всего, не было бы вообще. Инвесторы бывают подвержены разным эмоциональным и рациональным ловушкам, которые не позволяют объективно оценить потенциальные риски, а впоследствии искажают оценку эффективности инвестиционной стратегии. Меня зовут Дмитрий Ваторопин, я финансовый аналитик, и в этом эпизоде мы разберемся, почему обогнать индекс за счет выбора отдельных акций с большей вероятностью не получится. Первое, что мешает этому простому подходу, это наличие двух факторов риска в каждом активе – системном факторе и несистемном факторе. Системный фактор невозможно избежать, он не диверсифицируется. Этот фактор присущ всем активам на рынке. Одним из примеров такого риска стала пандемия коронавируса в 2020 году, вызвавшая падение котировок одновременно по всем рынкам капитала в мире. Исследования второй половины 20 века показали, что такой риск компенсируется повышенной доходностью. Индексы акций, представленные широким набором эмитентов, систематически приносили доходность выше инструментов денежного рынка или депозитов. Взяв на себя системный риск, инвестор должен ожидать компенсации в виде повышенного возврата на капитал. Второй фактор – несистемный или идиосинкратический. Такой фактор отражает риск конкретного эмитента и, соответственно, может быть снижен за счет уменьшения доли этой акции в портфеле. Раз этот риск может быть снижен без особых проблем, инвестор не может справедливо ожидать постоянной высокой компенсации в виде повышенного дохода. Несмотря на это, огромное количество инвесторов, частных и компаний, продолжают иррационально держать крупные позиции в отдельных акциях. Причиной такого поведения, как правило, становится целый набор когнитивных искажений, которые крайне трудно осознать самому. Примером может стать повышенный спрос на акции компаний технологического сектора со стороны частных инвесторов в период бума доткомов начала 2000-х годов. Увидев невероятный взлет котировок акций нескольких компаний, мы создаем допущение, что это закономерность, и ожидаем ее продолжения. Интуиция подсказывает увеличить долю этой отрасли или отдельного эмитента в портфеле в попытке заработать больше рынка. Такое поведение очень напоминает когнитивное искажение, называемое эвристика доступности. Википедия очень хорошо описывает это искажение. Это интуитивный процесс, в котором человек оценивает события как более частое или более вероятное по степени легкости, с которой ассоциированные события приходят на ум. Более вероятным или часто происходящим кажется то, что легче вспоминается. При подобной оценке человек полагается на ограниченное количество примеров или случаев. Решение увеличить долю в акциях компаний технологического сектора только потому, что отдельные эмитенты показали взрывной рост, сложно назвать рациональным. Оно скорее продиктовано упрощенной оценкой вероятности наступления ожидаемых событий и полагается на ограниченное количество исключительно успешных примеров. Идем далее. Купив отдельную акцию в портфель на значительный объем, инвестор делает ставку на ее опережающий рост по отношению к рынку. Если акция действительно показывает выдающуюся динамику, инвестор лишь убеждается в правильности своего решения, считая, что покупка была основана на правильной интерпретации информации, доступной для принятия решения. Однако, ценообразование отдельных акций определяется огромным количеством факторов, приводя к невозможности достоверного прогнозирования динамики их цены. В этом случае мы можем говорить о так называемой ошибке подтверждения. Это тоже когнитивное искажение. Тенденция человека искать и интерпретировать такую информацию или отдавать предпочтение такой информации, которая согласуется с его точкой зрения, убеждением или гипотезой. Зачастую инвестиционные решения принимаются на основе информации, которая не является определяющей. Из прошлого выпуска мы знаем о том, что рекордно высокий уровень рынка или актива совсем не является результирующим фактором, влияющим на дальнейшую динамику. Если инвестор решил не покупать актив из-за его рекордно высокой цены, а котировки впоследствии упали, инвестор, скорее всего, допустит ошибку подтверждения и свяжет эти два события. Однако, причинно-следственной связи там с большей вероятностью не было. Третье когнитивное искажение можно обнаружить, проанализировав портфели частных инвесторов, разделив их на группы, например, географические или профессиональные. В среднем
Портфели инвесторов, которые работают в нефтегазовом секторе, будут наполнены акциями нефтяных и газовых компаний со значительным перевесом. А портфели, например, инвесторов из Канады, будут иметь значительную долю в канадских компаниях. Такая закономерность справедлива для большинства отраслей и регионов. Она называется домашним искажением. То, что нам знакомо и привычно, как правило, выглядит более надежным и перспективным. Если мы работаем в компании, акции которой котируются на бирже, нам кажется, что их покупка не будет сделкой с повышенным риском, ведь это работодатель. К сожалению, наши теплые чувства к своей компании, а также самоотдача при работе не могут повлиять на оценку ее акций на рынке. Однако этой информации недостаточно для принятия рационального инвестиционного решения. Такое искажение приводит к повышенной концентрации в портфеле одной отрасли или географии, значительно увеличивая общий риск по портфелю. Эвристика доступности, ошибка подтверждения и домашние искажения приводят к эффекту сверхуверенности. Это также когнитивное искажение, при котором уверенность человека в своих действиях и решениях значительно выше, чем объективная точность этих суждений. Сверхуверенность ослепляет объективное восприятие инвестора, приводя к повышенной концентрации отдельных активов в портфеле. Она не только способствует увеличению доли одного эмитента в портфеле, но и препятствует выходу из слабой позиции, когда объективные данные говорят об отсутствии потенциала. Проще говоря, сверхуверенность сначала толкает инвестора на нерациональную покупку, а затем мешает сделать рациональную продажу. Эффект владения – это когда мы ценим объект, что нам принадлежит, выше его реальной оценки. Если вы купили акцию по цене в 50 рублей за штуку, но она выросла до 500 рублей, оставите ли вы эту позицию или продадите? Многие люди оставят, но не станут докупать, так как посчитают текущую оценку завышенной. Это также нерациональное поведение. Если оценка актива завышена, такую позицию стоит закрыть. Мешает этому как раз эффект владения, который иррационально завышает оценку актива, находящегося в собственности. Инвестор может задать себе простой вопрос. Купил бы он активы из своего портфеля сейчас по их текущей цене? Если нет, стоит пересмотреть позиции с учетом возможного эффекта владения. Такое искажение может привести к повышенной концентрации в портфеле активов с низкой доходностью или повышенным несистемным риском. Проблема выбора отдельных акций не сводится исключительно к реализации несистемного риска с падения акций до или практически до нуля по образцу таких компаний, как WorldCom, Enron, Nortel, Lehman Brothers и так далее. В большинстве случаев инвестор просто будет проигрывать по доходности широкому рынку. Одно из наиболее показательных академических исследований было проведено профессором Государственного университета Аризоны Хенриком Бессенбайндером в 2017 году. Он проанализировал данные Центра по исследованию рыночных цен по динамике цен на акции США за период с 1926 по 2016 год. Сравнивая доходность отдельных эмитентов, рынка в целом и коротких государственных казначейских облигаций, это инструмент с условным нулевым риском, он пришел к отрезвляющему выводу. Лишь 4% индивидуальных акций, когда-либо находившихся в индексе CRSP, принесли за весь период обращения доходность выше одномесячных казначейских облигаций. Иными словами, в 96% случаев инвестору не было смысла брать на себя риск. Лучше было использовать безрисковые инструменты. Именно эти 4% акций и стали тем локомотивом, который вытянул доходность сводного индекса акций США выше государственных казначейских облигаций. Это 1092 эмитента, когда-либо торговавшихся на биржах NYSE, AMEX и NASDAQ. 96% акций показали результат хуже, чем 4% победителей. И, соответственно, чем рынок в среднем, так как широкий рынок включает в себя динамику обеих групп. Говоря проще, сверхдоходность 4% локомотивных акций перекрывает сниженную или вообще отрицательную доходность всех остальных. Один из главных выводов статьи в том, что диверсификация позволяет не только снизить несистемный риск по портфелю, но и повысить вероятность включения в портфель акций с потенциальным сверхдоходом. В эпизоде, посвященном маркет-таймингу, мы выяснили, насколько важно находиться в рынке в каждый отдельный период. В случае с выбором акций важно соблюдать широкую диверсификацию для снижения вероятности отставания от среднерыночной динамики. Выбор отдельных акций становится для инвесторов радикально сложной задачей. Теория говорит о том, что несистемный риск, присущий отдельно взятому эмитенту, не может систематически компенсироваться повышенным доходом, так как он может быть легко снижен за счет включения в портфель других эмитентов. Системный риск присущ всем активам сразу. Инвестируя в широко диверсифицированный портфель, инвестор должен рассчитывать на повышенную доходность
по отношению к инструментам без риска. Когнитивные искажения мешают инвестору объективно оценить не только потенциальную доходность и риски, но и эффективность уже осуществленных инвестиций. Их тяжело обнаружить, и, как правило, они интуитивно ощущаются как правильные и логичные умозаключения. Но рациональный инвестор может провести и самоанализ для определения объективности своего восприятия. Это поможет, если и не избежать полностью, то значительно снизить влияние большинства когнитивных искажений. Что касается практики. Вероятность того, что инвестор выберет актив с последующей сверхдоходностью, крайне мала и почти не отличается от нуля. Статистически, порядка 96% акций США за период с 1926 по 2016 год совокупно показали динамику, равную доходности одномесячных казначейских облигаций. Это значит, что инвестору вообще не было смысла брать на себя риск акций, покупая портфель из таких активов. Эффективнее было использовать инструменты с условным нулевым риском. Но лучше всего широкий индекс акций, включающий в себя как победителей, так и проигравших. Напишите в комментариях о том, какие акции и почему выбираете вы. А если это видео показалось вам полезным, поделитесь им с хорошим человеком. Разумных вам инвестиций!